Так, друзья, всем привет. Скажите, пожалуйста, как меня слышно? Поставьте плюсики, если все хорошо, если музыка меня не перебивает. Сразу поставьте лайки, чтобы потом не отвлекаться на это все дело. А, Стримов давно не было, давайте проверим все вот эти вот технические штуки. Я сам не очень люблю просить вас об этом всем, но чтобы все прошло гладко, чтобы я понимал, что все у нас работает. Так, вроде вижу плюсики. Вот только лайков пока не вижу. Потихонечку народ подтягивается у нас. Как у вас дела, рассказывайте. Вообще, знаете, сейчас готовился к дропу. Готовился. Я только домой прибежал и заметил то, что зашел в Discord World Crash для того, чтобы посмотреть ссылочки на дроп, да, и увидел то, что разработчики использовали мой скриншот, который сделал я. Это очень интересно. То есть тут видно даже мой кошелек. Посмотрите. Все вот эти вот стрелочки я рисовал, они дорисовали еще одну большую стрелку, но скриншот они взяли из моего телеграм-канала, потому что здесь даже мой кошелек остался. Это интересно, конечно. Все технично и не шершаво. Спасибо, Александр. Спасибо большое. Как считаешь, есть смысл сейчас залетать в Kingdom Clash с пака нового? Да почему нет? Проект развивается, я думаю, если он тебе интересен. В такие проекты долгосрочные стоит заходить только если они тебе интересны именно по геймплею. Ты хочешь, ну вот ты любишь стратегии, любишь вот это вот все развитие, тогда стоит. Если же у тебя нету интереса, то для тебя есть фармилки, да, то есть залетаешь, зарабатываешь, они там за обычно месяц в среднем, да, уже умирают, как бы, и за этот месяц твоя задача заработать. А в долгосрочные игры нужно заходить только в том случае, если они тебя симпатизируют, если они тебе нравятся, и тогда все окей. Привет, а что Визардия умерла как проект? Да нет, почему? Там же разработка идет, и я, бывает, захожу, смотрю, что там происходит. Пока все нормально. Будешь смотреть на игры из чата, пример Monstera NFT? Ну, не знаю, посмотрим, может быть. Про Monstera мне уже очень много ребят написало. Уже каждый второй мне в личку пишет про Монстеру. Нужно будет... Я смотрел это, но не изучал. Нужно будет все это изучать перед тем, как что-то давать. Стратегии обожаю, просто сейчас все деньги вложены в Kingdom Clash. Если залечу, то на 20% данного банка. Ну, да, это хорошо. Хорошо, а лучше еще на меньшую сумму. 5-10% от банка, если у тебя получается, то это вообще будет идеальный вариант. Так. Знаете что, ребят, скажите мне, пожалуйста, вот в дропах я участвую очень редко, вы сами это все прекрасно знаете, что я очень редко залетаю в какие-то дропы. В основном, если мне что-то интересно, я покупаю все со вторички. Вот я решил поучаствовать в дропе World Crash, и мне кажется, я даже его запорол уже. Почему-то мне так кажется. Объясню, с чем это связано. Тут вроде как разрабы писали, что нужно анстейкнуть симку эту, чтобы попасть в белую бумагу. Белый лист. Фу ты, блин, путаю уже. Вот. А я только домой прибежал, я не успел это сделать, и походу я могу пролететь сейчас, так как скриншоты тех, у кого есть пасы уже сделаны, я могу с этим делом пролететь. Правильно ли я все это дело понимаю или нет? Вот в чем вопрос. Потому что у меня везде здесь пишут, что здесь нужно быть в белом листе, а так как эта надпись здесь появилась, я так понимаю, меня еще в белый лист не добавили, и это проблема будет сейчас, когда стрим посвящен дропу, а я не смогу его купить. Это будет жестко. Не нужно анстейкать, пишет. Ты все правильно сделал. Ну окей, потому что, ну, странно, обычно, когда ты в белом листе, вот этой надписи нету, по крайней мере, на Atomic Hub. Потому что когда я раньше еще давно участвовал в дропах, эта надпись пропадала, если ты был в белом листе, поэтому все нормально. Ну окей, раз вы пишете, что все хорошо, доверюсь вам. Значит, смотрите, у нас здесь до дропа, давайте прикинем, у нас здесь 17:00, 17:20. Да. Так, 17:00, это сколько у нас по МСК? Так это же уже рядом совсем сейчас уже будет. Скоро. И те ссылки откроешь. Да, я понимаю. Я хочу еще посмотреть даже те дропы, в которых я не буду участвовать. Я хочу глянуть, как их быстро будут раскупать. Вот тут 22 минуты осталось. Мы посмотрим, как их раскупят. Дальше у нас
42 минуты. И последний у нас будет 1 час. Собственно, как раз стрим в час мы и уложим, и закончим, наверное, на том, что я что-то из этого куплю, надеюсь. Да, ну, это-то я вряд ли куплю, конечно. Это уже слишком круто будет для меня. Вот. Кейкарт у тебя это ключ-карт? Да. Нет, у меня кейкарт. У меня самая обычная, которая 30 баксов стоит. Сейчас я покажу, какая. Ну, я же показывал в скриншоте, вот она. Кейкарт обычная у меня. В каких проектах сам сидишь на Ваксе? Сижу в Kingdom Clash. Где я еще сижу? Нужно посмотреть. Наверное, все. На Ваксе больше нигде не сижу особо. NFT-шки разных проектов есть, но сижу только в Kingdom Clash. И то сейчас в последнее время не прям активно. Не прям активно, потому что много работы сейчас, много дел. Осень началась, прям все вот везде дергают, везде пишут, везде нужно работать, что-то там делать, поэтому стараюсь заходить, но не всегда это получается. Даже в Эру 7 я уже давненько не заходил, хотя надо бы вернуться туда. Так, сколько у нас человек? 74 человека на стриме. Пожалуйста, ребят, поставьте лайк, для вас это секунда времени, а для меня большая мотивация делать для вас еще контент. Что дают пассы в разных проектах или где это узнать? Пассы дают возможность гарантированно купить NFT с дропа. Она будет намного дешевле, чем на вторичном рынке, по крайней мере, первые пару дней. Кибер Иван, знаешь такого ютубера про Play? Нет, не знаю. Твои ссылки на покупку это сверху вниз, 3 и 5. Третья ссылка это если останется с первой волны, будешь пытаться эксклюзив пак взять. Ну окей, будем смотреть, спасибо. А 5-я ссылка то, что ты 100% купишь. Окей, спасибо, ребят. Спасибо, что делитесь такой информацией. 5-я ссылка, 1, 2, 3, 4. Вот это вот мое получается. Вообще я не помню, чтобы я участвовал в каких-то дропах на Nifty Block. Последние дропы, в которых я участвовал, они были вообще на Atomic Hub. И достаточно непривычно. Однозначно нужно будет эту галочку поставить. Вот. Но я думаю, проблем не будет. И все-таки я думаю, что иксы будут. Иксы будут с большой долей вероятности, хотя бы потому, что многие не успеют поучаствовать в дропе, я имею в виду купить, допустим, кей-карту, да, для того, чтобы гарантированно купить что-то с этого дропа, и они будут вынуждены, если они захотят зайти в проект, покупать все на пабликах, либо же со вторички. На пабликах, скорее всего, боты все быстренько заберут, и у них останется вариант только со вторичкой, поэтому, в принципе, цену будут устанавливать те ребята, кто успеет это купить, поэтому я думаю, что иксы здесь будут, переживать на этот счет не стоит. Но опять же, будем смотреть, как все дело пойдет по факту, и уже будем делать какие-то выводы. Если не планирую залететь в игру, лучше будет флипнуть пак или подождать выхода игры. Я бы, наверное, флипал сразу, потому что с выходом игры может все обрушиться. Да, оно может и запампиться, но может и обрушиться. А в первый день ты практически гарантированно флипнешь в плюс. Тут как бы смотри сам, если тебе не принципиально там, какие деньги ты заработаешь, там, у тебя там есть определенный банк, то можешь, в принципе, немножко подождать, пока выйдет игра. Может быть, они немножко подпампятся, да. Тогда заработаешь чуть больше. Но если тебе прям принципиально именно заработать, если ты гонишься именно за статистикой своего профита, да, и не хочешь, чтобы у тебя там какие-то минусы были или какие-то неудачи, то тогда лучше флипать в первый день. Я думаю так. Так паблика не будет. Паблик, вообще паблика не будет, но то, что не будет выкуплено, уйдет в паблик, по идее. Хочешь, куплю колонизатор пак и дам тебе его на стриме открыть. Колонизатор пак. Это во сколько у нас будет? Ты скажи мне по времени. И можно, да, посмотреть, что там упадет. Стартер пак, так. Колонизатор пак. Ну давай, в принципе, можно попробовать. Только знаешь, что сделай? Ты мне его отправь. Если я еще буду в это время на стриме. И в мемо, вот в мемо. Хотя нет, я и так увижу твой кошелек, поэтому я тебя... Просто чтобы мошенников сейчас куча, все будут сейчас писать мне в телегу, это я тебе скинул, скидывай, вот мой кошелек и так далее. Поэтому
А, ты про Kingdom Clash? Давай, давай, кидай, кидай, кидай. Давайте сейчас откроем. Вот человечек у нас купил пак Kingdom Clash. Посмотрим, что ему упадет. Давай. А я тебе вон в подарочек еще что-нибудь кину. Что у меня здесь есть? Ну, тут все дешевое, но лишним не будет. Кидай, сейчас откроем. У меня тоже валяется здесь пак. Все думаю, открывать его или нет. Цены здесь валятся, особо объема нету, но это и понятно. Пока игра не на той стадии, чтобы делались какие-то прям такие большие объемы. Плюс игра очень медленная сама по себе. Если фармилки там какой-то движ, все время динамика, там что-то рынок скачет, то тут все очень-очень-очень медленно происходит. Поэтому вот так вот. Геозапись останется, розыгрыш в конце стрима будет. Запись 100% останется. По поводу розыгрыша посмотрю по времени. Не хочу сегодня сильно затягивать, потому что еще очень куча дел. Вот прям реально. Даже на этот стрим пришлось прям выкраивать время, чтобы его провести. Сейчас много работы очень. Поэтому посмотрим. Если останется какое-то время, то что-нибудь разыграем. Почему нет? Из чего-нибудь актуального, что было бы вам интересно, можно будет. А если там все затянется, то тогда уже нет. Че, кто из вас в магнатах окупился, ставьте плюсики. А кто не окупился, минусики. Интересно просто. Я просто не залетал. Решил подождать и понял, что не зря. Понял, что не зря подождал. Потому что я хотел, если залетать, то глобально, прям на хорошую сумму денег. И, ну, короче, не пожалел, что не залетел. Тут сильные дампы, конечно, у нас. Прям такие неприятные для ребят, которые залетели не с самого начала, которые могли не успеть окупиться. Обновляем мы лои постоянно здесь. Последние сколько здесь? Ну вот, со 1-2 сентября прям все полилось. Прям плохо полилось. Плюс-минус, минус, минусы, 2 плюса. Ну, видите, это, скорее всего, зависит от времени входа в проект и от того, что вы там мутили. Есть ребята, которые все время... Короче, суетологи, знаете, суетологи в мире NFT, которые там чуть-чуть NFT подросла, они опа, там что-то продали, перепродали, там покрутились, дополнительные копеечки где-то зарабатывают на каких-то вот таких вот движениях, и они окупаются намного быстрее, но в магнатах, понятное дело, это было сложнее сделать, потому что там вот эти вот ограничения на вывод, то, что там один день прилетает, конечно, с этим проблемно, но все равно можно было там покрутиться. Жадные разрабы, что сказать, такой проект угробили. Ну, слушай, это, знаешь, это как заходная волна перед новым сезоном NFT игр, я думаю так, потому что осень, сейчас все потихонечку вкатываются, ну вот по себе скажу, сейчас пишут мне, ну вот каждый день сообщений, там, не знаю, 5 приходит о том, что там какие-то новые проекты, какие-то фармилки, там какие-то предложения о сотрудничестве, то есть вот буквально как только 1 сентября наступило, сразу все поменялось, вот буквально, я не знаю, разработчики будто ждали этой осени для того, чтобы начать работать, начать запускать какие-то проекты, поэтому я думаю, что у нас еще все впереди, и особо заморачиваться над этим не стоит. Ну, даже если кто-то минусанул здесь, будут другие проекты, на которых вы иксанете там в несколько раз больше, чем... Короче, отобьете этот минус еще 100%, если будете все более или менее по риск-менеджменту делать. Ключи сильно просядут после дропа. Слушай, ну вот это сложно сказать на самом деле. Зависит от того, от количества флипперов зависит. Как бы если люди будут оставаться в проекте, да, то есть они покупают пак с целью остаться в проекте, то они, скорее всего, ключи сливать не будут. А если это флипперы, то им ключи просто больше не нужны будут, и они будут их сливать точно так же, как и паки, которые они выкупят. Вот в чем соль здесь, да. А узнать количество флипперов и людей, которые планируют зайти, ну, очень сложно, очень сложно. Будешь пак КК брать? Да нет, наверное, не буду. В КК нет. Сегодня World Crash возьму, а в КК... Ну, короче, если посмотреть...
Где он у нас? Вот он. Ну, взять, допустим, любые паки, да. Ну, посмотрите. Так, ну это это сейчас они появились. Допустим, возьмем майнинг паки, да. То есть мы видим, что они на истории они начинают падать. И просто можно подождать и взять его намного дешевле. Как бы, если бы я флипал его, то да, нужно было бы там участвовать в дропе, брать и флипать. А так как я сижу в проекте и планирую в нем сидеть, то флипать, ну, мне особо смысла нету. Покупать его только с целью, ну, открыть и посмотреть, что мне там выпадет. И я просто дождусь, пока цены опустятся. Так, что там зритель мне скинул? Колонизатор. Colonize Pack. Что-то мне не подъехал. Не подъехало ничего. Нет, мне никто ничего не скинул. Оффером скинул? Ой, так, вот они. Да? Господи, я ж так давно не участвовал в офферах. Вы думаете, я помню, как все это делать? Здесь же еще интерфейс поменяли. Так. Вот. А ты два зачем-то кинул? Ты два пака хочешь? Или это один и тот же, просто разные? Ладно. Так, только мне нужно запомнить кошелек твой на всякий случай. Запишу его. Сохраню, чтобы потом долго не искать. Так, чтобы вы понимали, ребят, кто только что сейчас подключился, зритель мне скинул Colonize Pack, который он купил и хочет, чтобы мы на стриме открыли, чтобы мы все, короче, дает нам возможность посмотреть в режиме реального времени, что в нем упадет. Да, у нас здесь вот такие вот процентовка того, что может упасть. Сейчас мы посмотрим, насколько повезло нашему зрителю. Давайте вообще посмотрим сначала, сколько он стоит просто, для того, чтобы прикинуть, ну вот, если мы откроем, да, окупится ли человек, который скинул. Паки. Так, Colonize. Самый дешевый сейчас 140 баксов. Ну, давайте открывать. Unbox. Поехали. Ну, 2 рарки те были, 3 рарки. О, ну смотри, нормально, нормально. Блин, проблема знаешь еще в чем? В том, что у меня же сейчас... Да, вот что из этого мое, что твое, сейчас будет понять очень сложно. Сейчас я скажу. Вот отсюда это твое. Ну, нормально, слушай. В принципе, даже если взять вот это, сколько оно стоит? Нет, это, блин, что-то я ступил. Ну, такое себе, на самом деле, тогда. Тогда такое себе. Да, тут... Короче, выгоднее, мне кажется, по большей части было все это дело купить со вторички. Это было бы дешевле, наверное. Потому что я так смотрю. Ну, сколько здесь? Давайте смотреть. Вот 45. Меньше бакса, 2 доллара. Меньше бакса, 2 доллара. 0,56. 0,66. 2,34. 5,62. Меньше доллара. А это уже мое. Короче, да, ну это, собственно, то, о чем я говорил в видео, да. Кто смотрел мое последнее видео по поводу Kingdom Clash, я сказал, если вы хотите прибыльно флипнуть пак, вам нужно продавать именно сам пак и не открывать его. Вот ваша задача была. Открывать, ну это такое, риски, определенные риски. Так, я все это выделяю и скидываю тебе обратно. Спасибо большое, что дал возможность нам посмотреть, что здесь падает. Ой, сейчас я где сохранил твой кошелек.
Все, спасибо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, все правильно. А, я ж тебе еще обещал в подарок. Ну давай я тебе что-нибудь кину. Давайте что-нибудь кину еще. Вот, на пушку. Это игрушка тоже, я ее стримил, шутер на Ваксе, можно ходить, стрелять, это скин оружия в этой игре. Так, надо бы не пропустить, я хотел поглядеть, как там будет все раскупаться. Блин, вот это меня прикольнуло, то что разрабы просто взяли и прилепили сюда скрин с моей телеги, я не очень пойму. В чем прикол, почему они свой не сделали? Это ж палевно. Все знают мой кошелек. И на скрине мой кошелек прям нарисован, блин. Не знаю. Будут еще говорить, что я в шайке с разрабами тусуюсь. Потом помидорами опять будете кидать меня, как всегда. Могу закинуть тебе перса экипированного. И КЛЗ, Батлуп, может появиться желание обзор сделать. О, слушай, давай ты мне лучше в телеге напиши. Я посмотрю сначала, что это такое, что там. А оттуда уже, если будет интересно. Да, если будет мне интересно, я сам куплю. Мне особо не нужны какие-то NFT-шки. Вроде есть возможность там купить то, что нужно. Респект неизвестному никому. Да, спасибо тот, кто скинул. По-моему, это был Иван Зверев, если я не ошибаюсь. Могу... А, неизвестно никому, да, так это и есть он. Окей. На паблике только 12 паков купили. Гео на сейле на вторую волну залетай обязательно. Там обладатели простых кей-карт будут бороться за эксклюзивный пак, который с первого сейла остатки. Там немного будет, если сможешь взять, будет топ-контент. Попробуем. Сейчас, секунду. Попробуем, да. На сейле на вторую волну залетаем. Ну, я буду следить сейчас, мониторить. В принципе, у нас стрим этому и посвящен, что мы просто здесь сидим, общаемся и пытаемся ловить паки. Отвечаю на ваши вопросы, пью чай и, собственно, все. Как относишься к Функо? Никак. Опять же, это проект не для того, чтобы какие-то серьезные деньги зарабатывать. Это для флиперов, для ребят, которые вот манипулируют NFT-шками. Для них это хороший вариант. Особенно если у них там боты есть и так далее. Так, помидоры это неизбежно, бро. Ну, это точно вообще на самом деле. Это ты хорошо подметил, что это неизбежно. Так и есть. Так, вот, сейчас надпись пропала. Надпись пропала, вот такая вот, которая была. Потому что до этого она и здесь была. Так, 3 минуты. Тут всего 18, но тут очевидно, что здесь все выкупят. Тут сомнений нету. Давайте так. Интересно, во-первых, нужно глянуть, сколько сейчас людей на стриме-то. Так, сколько вас? Около сотни, да? Около сотни. Давайте так, поставьте единичку те, кто будут флипать пак и не планируют заходить в проект. И поставьте двоечку те, кто будет заходить в проект. Просто интересно, сколько и в каком количестве у нас находится ребят, и как вы относитесь к этому проекту. Единички, двоечка. Ага. Сейчас посмотрим, побольше ребят отпишут. И примерно сможем оценить. Вообще нужно бы, по идее, опрос в телеге замутить. Чтобы понимать. Но из проекта выходить не буду. Я там один из 20 помощников. Просто деньги нужны. Во как. Ну да, флипы этим и хороши. То, что это моментальные деньги. И рисков здесь намного меньше. Намного меньше, нежели когда ты заходишь в проект, растягиваешь все это удовольствие. Каждый день утром заходишь и считаешь, как изменился окуп. Это, конечно, еще тот стресс. Особенно, когда на какую-то приличную сумму заходишь, это прям, ну, действительно может в депрессники вогнать. Бывает такое.
Вот думаю, может сейчас открыть еще вам пак вот этот вот. Что здесь у нас? 1,5% легендарки. Вот эти 1,5% вечно мне не дают покоя. Что можно что-то прям интересное вытащить. Может мы этот пак разыграем в конце стрима, не знаю. Надо будет подумать. Ну по времени посмотрим. Наверное, давайте, если так получится по времени, что будет время на розыгрыш, на какой-нибудь вот маленький, да, там, не знаю, 5 NFT-шек разыграть, то вот одной из NFT-шек я разыграю вам этот пак. Захотите, продадите. Захотите, откройте. Будет ли обзор на крипто Cinemas, можешь заценить. Ребят, сейчас, ну, в ближайшее время точно не будет. На этой неделе точно обзора на крипто Cinemas не будет. Потому что что? Ну, скрывать особо нечего. Мне разработчики написали, разработчики проекта R7, и они сейчас, я так понял, запускают акцию. Ну, не акцию, короче, грубо говоря, маркетинговую кампанию на разных языках. И цель этой маркетинговой кампании, чтобы на каждом языке был полноценный гайд о входе в игру R7. То есть, как подключить MetaMask, как зарегистрироваться, рассказать про режимы боя, рассказать там вот, короче, такой полноценный гайд для новичков, и они будут на разных языках, там на испанском, на там английском, на русском, и вот на русском они попросили это все дело сделать меня. И поэтому, скорее всего, следующее видео будет вот по просьбе разрабов R7, запишу им такой небольшой гайд, постараюсь все разжевать для новичков, чтобы он был. А дальше будут новые проекты. Проектов будет очень много. Ребят, в сентябре вообще будет прям масса проектов. Готовьтесь к этому. Готовьте, я не знаю, копите. Или, наоборот, сохраняйте, не тратьте деньги. Потому что будет очень много всего. Прям уже могу сказать, что будет много всего. Ты не вейл. В смысле? Я вот тут вот вейл. Вот тут вот, да, я не вейл. Это и так понятно. Я хочу просто посмотреть. Ну вот, смотрите, их раскупают даже не так быстро, как я думал. Может быть, прикиньте, сейчас еще не все купят. Вот это будет вообще весело. 7 из 18. Нет, все раскупят. Ладно. Ну тут понятно, их тут очень мало. Очень мало. Так, 19 минут до мейн-дропа. Моего мейн-дропа. Давайте глянем. Еще пробежимся. Так. «38 минут». 18 минут. Это то же самое, по-моему, что и это, да. Тут я пролетаю. В общем, сейчас будем мутить здесь мутки. Так, ну, наверное, тоже нужно сказать, буду ли я флипать. И, скорее всего, ответ будет да. Скорее всего, я буду флипать. Хотя, будет зависеть, наверное... Ладно, не буду зарекаться, не буду пока зарекаться. Будем смотреть по ценам. По RC можешь ведь дать другу поиграть на аккаунт, при том, что он не сможет вывести средства без кошелька. Удобно ведь сделали в RC7. Вообще да, согласен. Согласен. Но нужен человек, который будет играть. И обычно, ну, за просто так не будут же играть, правильно? Поэтому... Не знаю. Я знаю, что Санта так делал, они там вроде как... Что-то я на Твиче смотрел. Я хоть этот... Припач был в World of Warcraft. Я заходил посмотреть, кто там стримит на Твиче. И смотрел, что там в категории Крипто Санта стримил R7. И он предлагал скинуться всем на какую-то крутую деку, чтобы он играл, выиграл. И потом, как я понял, в зависимости от того, какой процент
ты вкинул в стоимость этой деки, он тебе будет отдавать из того, что он выигрывает. Вот так вот. И это прикольно. Сейчас это очень популярно стало, на самом деле. Такие вот, когда люди собираются в компанию и как-то совместно пытаются все это дело реализовать, когда там не хватает денег или наоборот хотят что-то очень крутое купить. Это прям сейчас очень популярно. Но мошенничество вообще просто везде и вся. Вот если бы я доверял, то только, наверное, каким-то уже блогерам, которые давно уже в этой сфере, которые точно не кинут, а вот левым людям, которые создают какие-то такие компашки, я бы точно не доверял. И даже не доверял бы тем, у кого есть какой-то там телеграм-канал, потому что телеграм-канал можно купить, это сейчас не проблема, и очень ловко можно кинуть огромную кучу людей. YouTube-канал купить, ну, очень тяжело, да, там как-то смошенничать через YouTube. Да, Санта интересно придумал. Он попадает в топ, распределяет средства среди инвесторов. Да, да. Но это обычная такая схема. Ее часто в покере тоже применяли. Я в покер играл одно время, и там точно так же. Допустим, ты веришь в какого-то чувака, и он идет играть какой-то турнир. Ты можешь, допустим, часть входа в турнир ему оплатить или полностью вход оплатить. Ну, полностью редко бывает. В основном ты, допустим, платишь 50% от стоимости входа в этот турнир. Если он затаскивает, там, попадает в деньги, что-то выигрывает, то он просто 50% своего выигрыша отдает тебе, потому что ты заплатил 50% за вход. Но тут в покере риски того, что ты можешь вылететь из турнира, и как бы человек не попадет в деньги и вообще тебе ничего не даст, поэтому, ну, такая вещь. И тут примерно то же самое. Тоже нужно понимать, что все-таки это риски, когда вы свои деньги отдаете кому-то другому, об этом стоит помнить. 104 человека у нас. Проставьте, ребят, пожалуйста, лайки. Я буду вам очень благодарен. Так, давайте, знаете, что сделаем? Давайте зайдем в Kingdom Clash. И у меня там, по-моему, стройка завершилась. Я не помню уже, что я последнее делал в Kingdom Clash. Надо и армию, по идее, закинуть, тренироваться. Так. Надо ресурсы докинуть. Сейчас мы это сделаем. Так, господи, вот уже все позабывал. Так, давай сюда кинем 400, сюда 400, сюда тоже. Ну ладно, давайте по 300 везде вкинем. Задепозитим сюда. Вот мне что не нравится, то что здесь вот это все дело очень долго обновляется после депозита. Приходится часто обновлять целую страницу, чтобы просто появились ресурсы. Это прям напрягает, бывает, прям очень сильно. Особенно когда ты там тыкаешь, и вот это вот ожидание, оно очень выбешивает. Офигенно, но еще и не задепозитилось. Ну что такое? Я ж вроде все подтвердил. Транзакция фалит. Господи. Так напрягает это. Вот, блин, ё-моё, Kingdom Clash. Но сколько можно? Уже давно нужно было починить все это. Реально, это беда этого проекта. Вот просто ужас какой-то. Сколько можно? В Монстера кто-то играл или нет? Да куча людей играла. Мне кажется, в Монстера уже сейчас хайпует. Ну, не хайпует. Просто многие о нем говорят. О Монстера. Что-то рановато, мне кажется, я стрим запустил. Надо было чуть попозже все это делать, чтобы не было такого ожидания большого. Нет, сервер смени, на Гримас уже с месяцем... О, это интересно. Давай попробуем.
Так, у меня и стоял, по-моему, гримас. Давай поставим другой. Давай лоху. Да такие проблемы, мне кажется, везде, на всех серверах просто, блин, ну, нужно же как-то все это чинить. Проект же должен развиваться, ошибок должно становиться меньше, а не наоборот. Ну вот. И нифига, и тут тоже ошибка. Ладно, давайте еще один другой серый попробуем. Что будем пробовать? Пинг ГГ, наверное, давайте попробуем. Так, хотя бы просто. Давайте что-то одно попробуем. Депнуть сюда. Во, пошло. Может, по одному просто так будет лучше. Так. Еще что-то я не понял. А, ну да. Точно. Вот так вот нужно. Теперь армию вкинем, да? Сколько мы здесь? Насколько у нас хватит? 4. Пусть тренируются. Да что ж такое? Мне же всего хватает вроде. Ладно, короче, видимо, не под стрим у нас сегодня Kingdom Clash. Вообще не под стрим. Не, про Зерно Ханича я понял. Я понял. Все равно видите, как оно работает. Давайте тогда посмотрим, сколько мне там накапало. Короче, дела поделаем. Поделаем дела. Так. Надо вот что глянуть. Вот, смотрите, как капает ваксы на пассиве. Видите? Это то, о чем я рассказывал в своей статье, которую я писал на Яндекс.Дзене. И то, о чем я записывал, собственно, видео. Делайте это, не забывайте. Голосовать каждую недельку. Кто не знает, зайдите, посмотрите либо видео на канале, либо в Яндекс.Дзене почитайте мою статью, в которой я все описал. Так, еще нужно добить. Все, это мы сделали. Клады маленькие, голосуем, Гео. Благодарность тебе отдельная за это. Голосуем. Что-то не понял. За что голосовать? В любом случае, пожалуйста, но за что голосовать я не очень понял, если честно. Так, глянем, сколько вас сейчас смотрит. 95 человек. У нас с минуты на минуту уже. Совсем чуть-чуть осталось до дропа. И будем ловить его. Давайте, знаете что? Все-таки проведем розыгрыш. А ведь разрабы тоже могут участвовать в дропах, по идее. Да, но это им невыгодно. Зачем? Могут, конечно, могут. Но цель дропа, в принципе, первые деньги разработчиков, они делаются именно на дропе. Вот, как ни крути, если не брать там то, что они выкладывают пассы, допустим, какие-то на Atomic Hub, да, деньги делаются с дропа по большей части. Поэтому участвовать им невыгодно. Разработчикам выгодно, чтобы весь дроп выкупался, и
чтобы потом он флипался. Чем больше будет флиперов, тем для разработчиков на самом деле выгоднее, потому что, ну вот, вы купили NFT-шку у них, да, если вы ее не флипнете, то все, они получат от вас деньги только, вот вы поучаствовали, допустим, заплатили 30 баксов, они получат только их. Но если вы купили за 30 баксов эту NFT-шку, а потом еще ее флипнули, получается, они еще копеечку заработают, потому что вы платите им комиссию за их коллекцию. Об этом не забывайте. И получается, и им хорошо, они чуть больше зарабатывают, и вам хорошо, если вы флипаете в плюс. Вот так вот это работает. А проблема в том, что по большей части ранее, как это было, флипалось, ну, не так уж и много паков, да, потому что раньше сидеть в фармилках было намного прибыльнее, чем флипать. Там на флипе ты заработаешь, там, допустим, плюс 50, плюс 100 долларов, да, но пофармив там пару недель в фармилке, ты можешь заработать там 500-600 долларов на этом же паке, грубо говоря, утрирую опять же. И тогда флипали меньше. И разработчики тоже зарабатывали, во-первых, с этого меньше, и проекты их высасывали, просто их высасывали, потому что залетали в огромных количествах люди, сидели там и все. И вот немногие могли там держаться долгое время. Вот Ферма смогла, да, потом Goldman Game неплохо держались, тоже долгое время держались. Sailors World, ну, не сильно долго он продержался, но, допустим, профита он дал очень неплохой, да. У меня есть видео на канале, около 10 тысяч долларов я сделал на Sailors World за 1 месяц. Кто не видел, посмотрите. То есть крутиться здесь можно по-разному. Тут главное понимать, как это все работает, кто в плюсе, кто в минусе. Еще такая подсказка вам. Вот вы когда анализируете какой-то проект, вы в основном его анализируете с точки зрения обычного пользователя. Да? Вы заходите, вот вы думаете, сейчас я куплю, буду там эту NFT-шку положу сюда, буду фармить. Там получу то-то, то-то. И там все мои друзья тоже так сделают. Вы смотрите с точки зрения пользователя. А вы попробуйте посмотреть с точки зрения разработчика. Это даст вам ответы на многие вопросы. Подумайте, вот будь я разработчиком, что бы я делал, к чему бы я стремился, когда бы я закрывал проект, ну вот как бы вы рулили им, да, какие у вас цели были бы. И когда вы начнете думать об этом, вот именно серьезно думать, вы получите массу ответов на свои вопросы и, возможно, поменяете то решение, о котором вы изначально думали, потому что оно уже будет казаться вам не таким выгодным, как вы изначально могли размышлять. Так. Все, этот закончился, можно закрывать. И этот закончился, можно закрывать. 24 минуты. Так, я не договорил, да? Розыгрыш. Давайте поучаствуем, сделаем розыгрыш для вас. Разыграю там, ну вот что у меня есть, то и разыграю, да? Вот раз, два, три, 4, 5. 5 NFT-шек разыграю от Kingdom Clash, 1 пак и вот это вот эти вот строения. Отправлю вам. Условия будут, блин, вот опять. Условия, это все долго. Сейчас давайте я возьму дроп, и мы подумаем, как бы это все оптимизировать по времени, потому что я сегодня, к сожалению, ограничен во времени. Третья ссылка, геоэксклюзив. Вот это вот, я так понимаю. Также рандом через Google таблицу. Да это ж долго, понимаешь? Мне нужно ждать, пока все поучаствуют в розыгрыше. То есть все там кинут свои кошельки. Потом мне нужно собрать все. Потом мне нужно на рандомайзере все это делать и отправлять. Это долго очень. Вот в новом анонсе первое сверху. Вот, эксклюзив пак. Ну вот эту да, эту прям хотелось бы взять. Ну, сейчас будем пытаться. Сейчас будем просто. А это то же самое у нас, да? То же самое. 146,80, да. Сейчас будем просто на все кнопки сразу тыкать. Попробуем вот этот сначала, разумеется, взять. А потом уже пойдем по всем остальным. Так, я понаоткрывал здесь куча всего, блин.
Так, давайте лишнее позакрываем. Блин, закрыл не то, что нужно. Ну ладно, сейчас. Это не то. Вот. Вот эти два. Ну все, ребят, осталось меньше 2 минут. Всем удачи. Да, понятно, что сначала вот этот я буду брать. Разумеется, сначала эксклюзив пак, а потом остальные. Надеюсь, что все, кто хочет действительно купить, купят, флипнут в плюс, пойдут, закажут себе роллов, не знаю, купят, что вы любите. Короче, всем удачи. Я думаю, что сейчас часть зрителей, скорее всего, временно покинет стрим, чтобы успеть все это дело купить. Посмотрим, да, потихонечку народ этот уходит, чтобы, короче, чтобы все было быстрее. Знаете, ну ладно, сейчас, блин, это нужно долго рассказывать. Тогда уже дождемся, сейчас пак возьмем. И расскажу вам кое-что. У меня будет к вам небольшая просьба. К зрителям моим. И я думаю, это будет вам полезно. Покажи быстрые пальцы. Сейчас попробуем. Сейчас, я просто даже не помню, что подтверждать здесь что-то нужно будет, не нужно будет. Вот так давно не участвовал в дропах, уже забыл вот это вот все чувство, когда нужно сидеть, ждать, верить, там все быстро делать, суетишься. Очень давно этого не испытывал. Это такой свой вайб на самом-то деле. Если не возьму, я просто напишу разрабам, скажу, раз вы мой скрин взяли с моей телеги, гоните мне паки. Да нет, это все шутки. Все, давайте, ребят, 3 секунды, поехали. Нет? Нет, не успел. Не успел. Раскупили их быстро. Но очень долго шло подтверждение транзакции. Прям очень долго. Так, а какой я еще могу взять-то? Что-то я не понял. Этот раскупили. Этот я не могу взять, я так понимаю. Этот еще... вот, все. Все, есть. И еще через 19 минут. Стартер пак. Так, ну ладно, пойдемте смотреть, кто успел эксклюзив пак купить. Есть такие? Интересно. Да я не парюсь, ребят, вы что, не. Нет, я не перевожу секунды, ребят. Ну, я бы мог все это сделать на самом деле ботом, но буду честен с вами, да. Но как бы это все-таки стрим. И пропагандировать этот софт массово меня потом просто завалят сообщениями в личку. Ну, смотрим. Продали один уже за 48, это плюс 18 баксов. Я прогнозировал где-то минимум 1,5 икса, да? То есть это плюс, если он стоит 30, он стоит 30, по-моему, да? Если я не ошибаюсь. То 15 баксов я прогнозировал прибыли чистой. Тут 18 уже. Посмотрим, что у нас на маркете. Давайте глянем. World Cash. Так, а что у меня за пак? Как он называется? Я забыл уже. Сейчас будем смотреть. Сейчас будем думать вообще, что делать со всем этим делом. Стартер пак. Стартер пак. Смотрим. 94 минималка сейчас. Короче, тот, походу, поставили случайно. Случайно поставили его. И, скорее всего, боты его быстренько выкупили. Которые по 48 купили. Наверное, мне так кажется. Я успел. Эвери, что ты успел? Этот крутой, который купить? Эксклюзив.
А, да, давайте посмотрим, почему эксклюзив продали. А его еще не продали. Но продают по 265 баксов. Ну, нормально, слушайте, неплохо так. Если они будут продаваться по этой цене, то это прям хорошая удача для тех, кто выкупил. Давайте еще посмотрим, что у нас по курсу вакса. Мне интересно. Вакс немножко подрос. Блин, вот эти просадки, вообще пофигу на биткоин, хоть у меня битка тоже навалом. Меня больше вакс сейчас волнует на самом деле. Так, стартер-паки. Давайте посмотрим, последим, что у нас по стартер-пакам в плане продаж. И будем смотреть, продаются ли они вот по этой цене, да, по которой сейчас выставляют. Смотрите сейчас какая борьба, да, все сейчас будут перебивать друг друга. Стояло только что 94, потом другой ставит 93, чтобы его пак быстрее купили. И сейчас начнется борьба и будут сливать. Два сейла по 48.81. Были продажи по 2к вакс. 2к вакс это сколько? Я же плохо считаю. 195 баксов. Нормально. Это хороший профит, хороший флип. Если кто-то из моих зрителей флипанул эксклюзив пак, то, ребят, респект вам. Вы красавчики. Поздравляю, если так. Сейчас посмотрим по продажам. Продажи пойдут. Наверное, посмотрю по какой цене. Может быть, тоже скину его. Если же нет, то, наверное, можешь открыть его, не знаю, блин. Тут же еще один будет сейчас, через 15 минут, по 35. Да? По идее, мы тоже можем его взять, я так понимаю. И получится, что мы заплатили 65-70 долларов примерно, да? Наверное, надо сливать. Получится так, что у нас по факту один пак просто бесплатно будет. То есть мы просто войдем в эту игру на халяву. Если так. С этим паком. По идее. Я, кстати, не помню, на паблик вряд ли что-то останется. Да, скорее всего, ничего не останется. Я думаю, что все выкупят. Стартер. Ну, давайте попробуем выставить его. Если так, то это будет просто бесплатный вход. Это тоже хорошо. Так, по ваксам надо смотреть сейчас. Так. Смотрите, как сразу поднимается World Crash. Так, уже 75. Ё-моё. 765 ваксов поставлю. Выкупят. Не выкупят, черт с ним. В принципе, ничего страшного. Куда его деть, я думаю, я найду. В любом случае. Так, я же его залистил. Почему он не отобразился у меня? Все нормально. Ну все, тогда давайте, кто эксклюзив флипнул? Есть в чате такие, кто купил эксклюзив? Пошли продажи по 700-800 вакс. Удачный спекулянт продал эксклюзивный 230 вакс, капец. Ну вот в этом и плюс ботов. Все, купили, ребят. Купили у меня пак. Бот мне прислал, что пак продан. Все, я без пака, я его продал. Продал, разумеется, в плюс. То есть изи деньги. Вот вам флип. То есть прогноз, слава богу, тфу-тфу-тфу, сбылся, мы заработали. Теперь мы берем этот пак, и мы даже, по-моему, будем в небольшом плюсе. То есть у нас и пак будет, и профит будет. Мы и в проект зашли, и с небольшой денежкой остались еще. Так что все хорошо. Какой бот тебя присылает? Я писал смотри, Яндекс.Дзен мой. Я писал статью о том, как можно подключить бота, который тебе будет писать, что у тебя продается, что покупается на Atomic Hub. То есть вот Telegram-бот, оповещающий о продаже вашей NFT. И тут я расписал, как его подключить, как настроить. И он просто тебе в Telegram-канал будет присылать оповещение о том, что у тебя что-то куплено. Вот так вот это выглядит. Вот так вот.
Тут я полностью все рассказал, что нужно нажимать, как его настроить. Давайте я вам скину ссылочку в чат. Кто не читал, это достаточно полезная штука, удобно, особенно если вы спекулянт, то ну, это у вас должен быть этот бот в любом случае. Я, бывает, там, не знаю, сижу в кофейне или в кальянной, смотрю, мне приходит уведомление о том, что у меня там какая-то NFT-шка продалась. То есть мне не нужно заходить на Atomic Hub, смотреть, продалось у меня или нет. Мне об этом пишет бот. Очень удобно. И раз уж мы заговорили на эту тему, сразу хочу сказать то, что хотел вам сказать. Со мной связался зритель один, и он создал свой сервис. Свой сервис, грубо говоря, по отслеживанию различных активностей, в том числе NFT активностей и в том числе каких-то движений на бирже Alcor. То есть в чем удобство этого сервиса? Вы можете выставить определенные значения, после которых вам придет оповещение о том, что эти значения были достигнуты. К примеру, давайте, чтобы вам было более понятно, объясню. К примеру, вот триллиум, да, он стоит сейчас 0,25 вакса. Вы думаете, вот я хочу залететь в Alien Worlds, но 25 ваксов за триллиум многовато. Я думаю, что он опустится до 19 там, или до 20 ваксов, и тогда будет в принципе нормально. И чтобы каждый день не заходить и не мониторить это, вы просто выставляете алерт, то есть оповещение. И когда триллиум достигнет этих значений, вам придет оповещение в Telegram и скажет о том, что, слушай, друг, вот ты выставил такое-то значение, мы тебя оповещаем о том, что это значение было достигнуто. Точно так же можно работать и в противоположную сторону. К примеру, вы нафармили какие-то токены в каком-то проекте, в магнатах, допустим, и сейчас они просели. Вы думаете, сейчас не хочу продавать, когда они будут стоить 1 вакс. Выставляете себе оповещение, и как только это значение будет достигаться, вам будет приходить оповещение о том, что эти токены достигли, и вы можете их сливать. Это очень удобно, и мне, допустим, вот будет очень сильно сокращать время моей работы. Все будет на оповещениях, все будет удобно. Кроме всего этого, у него на сервисе есть такая же фишка с NFT. К примеру, опять же, вы хотите купить Medium Tool Pack за какую-то цену, но сейчас она дорогая. Вы выставляете алерт на то, что как только на рынке появится такая цена на эту NFT, этот бот вас оповестит. И как только цена достигает, то есть кто-то решил продать какую-то NFT-шку по той цене, по которой вам нужна, этот бот в Telegram, вам в Телеграме пишет о том, что заходи, покупай, сейчас та цена, которую ты выставил. И там еще очень много различных фишек в этом сервисе. Поставьте плюсик, кто понял сейчас, о чем я вам рассказал, и напишите, интересно ли вам это. Потому что если это интересно, об этом сервисе я расскажу чуть более подробно со своим зрителем. Он вам поделится, расскажет, как им пользоваться. Смысл в том, что ему нужны сейчас люди для того, чтобы дали фидбэк. То есть он очень серьезно занимается этим проектом и хочет получить от людей, которые вот в этой сфере, таких как я, такие как вы, что можно доработать, что можно улучшить, что можно, может быть, что-то убрать лишнее или добавить что-то, может быть, какие-то у вас идеи. Вот я, допустим, предложил добавить вариант заметок, да, то есть можно будет писать какие-то заметки, вести свой дневник сделок NFT, свой дневник NFT проектов, чтобы можно было в одном месте, в онлайне, с любой точки мира заходить и смотреть, в каком проекте вы плюсанули, с каким профитом, какой процент от входа и так далее. То есть вот такой вот сервис будет посвящен вот этой всей теме, и там помимо этого еще также можно будет отслеживать любую крипту, фондовый рынок можно будет отслеживать, все будет построено на вот этих вот алертах, и как по мне кажется, это достаточно удобно, и такого сервиса в сфере NFT, ну, сейчас я не видел. Вот реально, чтобы оповещения вот такие вот подробные, такие нужные, там, особенно когда цена NFT падает или поднимается, ну, это круто. И хороший бот плюс. Вот, да, люди пишут, вот, отлично. Хорошо, что вам это интересно. Тогда на следующем стриме, скорее всего, мы либо созвонимся с этим зрителем, и он вам расскажет и покажет, что это такое, как этим пользоваться, либо же я более детально изучу и сам вам об этом всем расскажу. Но, скорее всего, это будет вместе с ним, потому что все-таки он создатель этого проекта, ему будет... он более грамотно сможет все это дело объяснить. Потому что, ну, это достаточно мощный инструмент для вот таких ребят, как мы, для того, чтобы помочь нам немножко сэкономить время и заработать какую-то денежку.
Поэтому тоже следите за этим всем делом. Если колокольчик не стоит, поставьте. Если на телеграм-канал не подписаны, подпишитесь, пожалуйста. Потому что всю эту информацию буду давать там. Говорю, в сентябре вот осень будет очень насыщенная и на проекты, и на различные сервисы, и на активности различные, и на розыгрыши. Будет очень много всего. Готовьтесь, лето прошло, хватит отдыхать, пора нам работать, зарабатывать деньги. Так что готовьтесь ко всему этому, будет много всего интересного. Так, у нас здесь 6 минут. Давайте посмотрим, что у нас по пакам. Что они там продаются, по какой цене. Посмотрим стартер паки, что у нас продаются. 70, ну и в принципе то, как я и продал примерно, по-моему. Так оно и вышло. А эксклюзив у нас что? Эксклюзив. По какой цене? Тут писали, что 180, ну 2000 баксов, да, 2000 баксов, нормально, ну, хороший флип, согласитесь, прям ничего себе. Давайте более детально. Самый дорогой был продан за 2500 баксов, ребят, как вам такое? Буквально за пару секунд плюс, сколько он стоил, я не помню, давайте глянем. Он стоил 75 баксов, да? 75 баксов, ой, 75 долларов. И продали его 235 минус 75. То есть за пару секунд плюс 160 баксов в карман. Ну, согласитесь, что это неплохо. Просто вообще вот с ничего. С ничего 160 баксов. Там у некоторых людей зарплата 300 долларов в месяц. Они месяц каждый день ходят на работу. И с 9 там, до 7 работают. А тут пол зарплаты за пару секунд. Но это хороший результат, я считаю. Повезло тем, кто купил эксклюзив стартер пак. 75 для некоторых 60. Тем более, еще больше профит тогда. Ребят, попрошу вас еще раз, наверное, последний раз поставить лайки для тех, кто это еще не сделал. И надо подумать сейчас, что с розыгрышем. Что с розыгрышем. А давайте, знаете что? Ну нет, это будет неинтересно. Хотел что-то придумать. Давайте, я придумал как. Я придумал как. Мы проведем с вами розыгрыш. Смотрите, что мы делаем. Мы заходим сюда, мой канал, сообщество. Здесь пишем. Розыгрыш 5 NFT. Оставляйте. Оставляйте свои вакс кошельки. Какой-нибудь вот такой вот картиночку сюда замутим. Изображение добавим. Так. Сейчас у вас немножко кривовато все может выглядеть. Почему открылся у меня Мерседес? Вот так вот, да, мы сделаем. И опубликуем. Теперь вы можете зайти на мой канал во вкладку сообщества и в комментариях оставить свой вакс кошелек. Сегодня будет 5 победителей. 5 людям я отправлю NFT-шки. Я тогда не буду отправлять вам вот этот вот пак. Его нужно будет разыграть на стриме, как полагается, потому что это будет не очень честно. Я не буду пользоваться рандомайзером, я просто от себя буду выбирать. И это будет не совсем честно, если я кому-то отправлю супер дорогую NFT-шку, а кому-то всем простые. Поэтому, чтобы все были в равных условиях и всем примерно одинаковые NFT отправлю. И я думаю, мелочь, а приятно для вас. Кому-то, может быть, это там никак не подправит финансовое положение, а для кого-то это просто будет интересно. Все-таки среди моих зрителей есть и школьники, и студенты, и те люди, у которых нету какого-то банка, да, и какая-то NFT, которая позволит им зайти в проект и как-то в нем развиться, будет точно не лишней. Я думаю, что это правильно, делать такие розыгрыши для своих зрителей на безвозмездной основе. Заходите в комментарии, оставляйте свои вакс кошельки, я сам выберу кого-то.
Так, сколько у нас здесь? Минута до дропа. Вопрос, продавать ли этот пак? Будем думать. Будем думать, будем смотреть. И стартер пак. Сейчас их, получается, еще больше станет. Цена, по идее, должна будет свалиться. Сейчас глянем. Но особо, кстати, не меняется цена. Я бы не сказал, что здесь. Какой самый дорогой? Продался 83 бакса. Ну, не сильно тут большая разница. Вот самый первый, который продался, это, конечно же, 48 долларов. Плюс 18 долларов получается профит. Но все равно, блин, почти в 2 раза меньше, чем можно было, кто-то слил. Видимо, по ошибке или по неопытности, не знаю. Эксклюзивных паков было 35 штук. Те, кто их продал, у них на Аке еще по 2 висит. То есть они по 3 пака брали без перекупа. О как. Будешь с паблика? А что, сейчас паблик еще будет? Стартер. Давай попробуем взять. Это, я так понимаю, вот это паблик у нас, да? Да, тут еще можно не успеть, ё-моё. Ну давай попробуем. Если что, солью. Наверное. Еще комиссия. Не, ну понятно, комиссия. Это понятно. Не совсем понял, где оставлять комментарии по поводу вакс кошелька. Заходишь на мой YouTube канал, там есть вкладка сообщества. И в ней есть запись. Внимание, там розыгрыш, оставляйте свои вакс кошельки. Че, успеем подписать транзакцию? Не, видимо, не успеем. Нет. Быстро, очень быстро. Прям невероятно быстро. Все. Ладно, забираем свой. Это тоже, по-моему. Все уже? Ё-моё. Ну, реально быстро. Очень быстро. Ну, все. Я-то рассчитывал, что я еще один успею взять. Но нет, так нет. Значит, для розыгрыша, ребят, внимание, переходите. Вот мой YouTube канал. Вот здесь есть вкладочка сообщества. Заходите сюда, и вот здесь розыгрыш. Вот 21 комментарий уже. 21. Наоставляли здесь. Давайте потихоньку начнем. Вот кто у нас самый первый здесь был? 4 минуты назад. Здесь можно их как-то отсортировать? Сначала новые. Давайте самому первому отправим. Very Wolf. Раз уж он такой быстрый, то грех не отправить человеку. Так. Давайте посерединке кого-нибудь возьмем. Вот этот вот. Ему отправим. Так. Возьмем одного сверху. Какого-нибудь вот такого. 38 секунд назад. Он написал. Тоже отправим. Так, это мы 3 NFT-шки отправили, да? Ну давайте подожду. Может быть, кто-то еще успеет написать что-то. Пока посмотрю. Не успел опять без шансов, спасибо. Да, пожалуйста. Без проблем вообще. Давайте так, с меня NFT, а с вас лайки. Я думаю, это будет... Как сказать? Короче, это будет нормально. Ох, вы наставляли здесь. Давайте, жду еще минутку. Давайте кому-то одному сейчас еще отправлю. И потом еще одному, и все. Вот, purbi.va мне нравится. Как звучит этот кошелек. Отправляю Purbi. И жду еще минутку. Так, это можно закрыть. Пока подведем выводы, да, ребята, значит, флипнули в плюс, все окей, в принципе, как я и прогнозировал, получилось даже поболее, да, получилось, ну, 2 икса, грубо говоря, да.
Короче, по факту ту сумму, в которую сумма пака, блин, господи, что я заговариваюсь? Сумма, за которой продавался пак, мы ее и взяли, только в плюс себе, вот так вот, так будет правильно. И еще по поводу сервиса вот моего зрителя следите, потому что это действительно, мне кажется, удобная вещь, которой нужно пользоваться, если вы находитесь в этой сфере. Она будет вам достаточно полезна. Я думаю, поможет вам более выгодно продавать, покупать. В общем, старайтесь всегда улучшать то, что вы уже умеете делать, и тогда все у вас будет хорошо. Что здесь за ответ? Ой. Кто-то ответил кому-то кошельком. Ну, давайте, я не знаю. Вот, давайте вот этот с точками возьмем. Последний. Ваня Марчук будет у нас. Ваня Марчук. Все. Последнюю NFT отправляю. И на этом будем закругляться, ребят. Следующее видео будет про Эру 7. Далее будут несколько видео про новые проекты. А потом у нас будет, скорее всего, на следующей неделе уже будет стрим, в котором мы поговорим про вот этот вот сервис с моим зрителем. Пока его ссылку не даю, ребят, потому что, скажем так, там он пока не в общем доступе, да. Сначала вам нужно будет рассказать, и потом уже сможете зайти и попытаться попользоваться им, когда мы вам объясним, как им пользоваться. Поэтому следите, просто не пропустите, поставьте колокольчик, если вы этого не сделали, чтобы не пропустить эту информацию. Если будут какие-то еще интересные дропы, интересные проекты, выйду на связь в телеграм-канале, обязательно вам сообщу. То есть сейчас я максимально в работе, максимально в сфере. Лето закончилось, нужно возвращаться, поэтому ждите много контента, много интересной информации. Всех обнимаю, всем удачной недели. Надеюсь, что вы заработали сегодня и заработаете завтра, послезавтра и все время будете зарабатывать. Всего вам самого хорошего. Всем пока.